Случалось ли вам когда-нибудь вглядываться в ночное небо в надежде увидеть в этой бесконечной темноте падающую звезду, НЛО или какой-либо другой знак, способный указать на то, что мы не одни в этой вселенной? На протяжении всей нашей истории человек одержим желанием найти хоть какой-то признак, указывающий на спасение от одиночества в космосе. Выбраться из мрака к свету, обнаружить жизнь на самой глубокой точке Земли или найти союзника на самом дальнем отрезке Вселенной. Но возможно ли это? Или же в нашем мире все же существует абсолютная пустота? Для большинства людей Вселенная — это безграничные дали пространства, которые человеческий мозг просто не способен вообразить. Благодаря фундаментальным знаниям школьной программы, картина просторов космоса для большинства складывается в примерно понятную структуру из галактик, планет и созвездий. Но так ли верна эта картинка? Наша Вселенная скрывает в себе настолько много загадок, что на решение хотя бы одной из них могут уйти столетия. Представьте, сколько бы потребовалось времени муравью, чтобы разгадать устройство рыночной экономики. Или время, которое потратила бы рыба на то, чтобы понять устройство самолета. С первой подобной загадкой ученые столкнулись в далеком 1978 году, когда обнаружили явление, которое никак не вписывалось в привычное на тот момент представление о нашей Вселенной. Примерно в 700 миллионах световых лет от Земли, в направлении созвездия Волопаса, американскими астрономами было обнаружено загадочное явление, которое получило название сверхпустота. А теперь по порядку. 1961 год. Внимание астрономического сообщества привлекают крупномасштабные структурные элементы, такие как скопления второго порядка. 1978 год. Опубликованы первые две работы на тему пустот в крупномасштабной структуре, в которых говорится об обнаруженных спереди от созвездия северного полушария волос Вероники войдах или пустотах. 1981. Обнаружена первая крупная пустота в созвездии Волопаса. Так, стоп. А теперь поподробнее. Разве Вселенная не представляет собой равномерно распределенную по пространству структуру из планет и галактик? И что это еще за пустоты? И откуда они взялись? Спешу поспорить, что примерно такой же вопрос задавали себе многие ученые в 1981 году. Ведь в то время Вселенную представляли как некое полотно, полностью утыканное созвездиями и галактиками. Картина необъятного неба была проста, как аксиома Евклида. Звезды собраны в галактиках, а галактики группируются, формируя гравитационно связанные скопления. Соседние галактики в космических масштабах расположены относительно близко друг к другу, а пустота между ними не так значительна, следовательно, не может привлекать столь пристального внимания астрофизиков. Но как бы не так. Разве во Вселенной с ее великими аттракторами, черными дырами, кротовыми норами и прочими загадочными явлениями хотя бы раз было все просто? В 1981 году астрономом Робертом Киршнером и его командой было открыто шокирующее явление, которое получило название «Войд Волопаса» или «Великая пустота». Явление представляло собой огромный сферический регион, в котором находилось крайне мало галактик. Большая часть этого пространства была наполнена абсолютным ничем, сверхпустотой, которая была невозможна в привычной картине Вселенной. Создавалось впечатление, что по какой-то причине что-то просто не дает галактикам образовываться в этом регионе или закрывает их от взора ученых. Ведь при аналогичной плотности Вселенной там должно было бы быть не менее 10 тысяч галактик. Однако ученые обнаружили лишь 8. Странный регион был расположен примерно в 700 миллионах световых лет от Земли.
В диаметре эта сверхпустота составляла 330 миллионов световых лет, что в свою очередь равняется 0,27% от диаметра наблюдаемой Вселенной. Пустота Волопаса мгновенно привлекла внимание ученых со всего мира. Поиск галактик внутри Войда стал своеобразным спортом среди астрономов. В 1988 году ученые нашли еще 3 галактики. В 1989 – 15. В 1993 стало известно о 27. А в 1997 ученые остановились на 60. Но этого по-прежнему было мало. Почти за 40 лет своего существования загадочный Войд снова и снова привлекал внимание астрофизиков. Первая загадка, которая не давала покоя ученым, заключалась в том, что сами галактики внутри пустоты не влетают в нее, а только отлетают. Ничего не напоминает? Может быть, в этом бесконечном мраке затаилось что-то вроде таинственной белой дыры, о которой мы рассказывали вам в прошлых роликах? Ученые до сих пор не могут понять, каким образом образовалась пустота Волопаса. В компьютерных моделях небольшие пустоты возникают, когда галактики стягиваются и уходят со своего места. Но это не объясняет пустоту Волопаса. Чтобы освободить пространство для возникновения пустот, галактикам не хватило бы времени. Если учесть возраст Вселенной и скорость ее расширения, размер пустоты вырос бы на десятки миллионов световых лет, но не на сотни. Пустота Волопаса слишком велика, чтобы подходить под эти расчеты. Поэтому возникла новая теория. Согласно мнению ученых, крупные пустоты сложены из мелких, как большой мыльный пузырь из меньших. На это может указывать положение галактик в пустоте Волопаса. Они выстроились в ряд, и это может быть остатком 2 пустот, которые когда-то слились воедино. Но существуют и другие теории, которых множество. Быть может, и у вас есть предположение о том, что может скрываться в этой пустоте. Напишите в комментариях. Несмотря на сложность в изучении этого явления, пустота Волопаса — это только первая ступень в изучении пустот в космосе. Ученые сбились со счета в попытке подсчитать, сколько же на самом деле войдов существует в космосе на данный момент. Пустоты занимают большую часть Вселенной, и их главное свойство — загадка. Даже то, как они возникли, неясно. Обычно считается, что они образуются, когда части вещества стягиваются и освобождают место. По теории, в ранней Вселенной пустоты были малы, а потом выросли. Но пока нет общих правил распределения пустот. По оценкам ученых, они занимают половину Вселенной, или даже большую ее часть, до 90%. Михаил Анисимов писал: «Пустота — это пустыня. Идеальный вакуум, где частицы вещества летят через миллионы световых лет без стычек и перемен. И для них эта пустота — хранилище неподвижного времени. Время там стоит». И правда, вы только представьте. Сотни световых лет абсолютной пустоты, мрака и холода, где даже время немыслимо. Технически эта пустота не должна существовать, поскольку современные теории допускают существование только намного меньших, ничем не заполненных пространств. Одни только масштабы этого пустотного монстра требуют новых теорий, в том числе и самых интересных, вплоть до вмешательства инопланетян или кого-то похуже. Наука не стоит на месте, но реальный мир снова и снова подкидывает нам новые загадки, парадоксы и несостыковки. Нам остается лишь вновь соглашаться на эти правила и снова играть в эту игру, чтобы еще раз постараться понять, как все это устроено. На этом все, дорогие друзья. Ставьте пальцы вверх, если это видео хотя бы немного вас заинтересовало. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео про загадочные явления космоса. И пишите в комментариях, что в этом ролике вам показалось интересным или, может быть, как и меня, заставило ужаснуться. Спасибо за просмотр и услышимся!